Рада приветствовать вас на канале Винегрет. В нашей семье сладкое любят все. И когда домашние начинают требовать чего-нибудь к чаю, а нет времени заморачиваться с пирожками, я готовлю бисквитный рулет. И сразу 3, так как из заявленного количества ингредиентов и с помощью моего силиконового коврика как раз получается 3 небольших воздушных и ароматных бисквитных рулета. Итак, приступаем. 4 яйца аккуратно разделяем на белок и желток. Белки выливаем в одну миску, желтки в другую. Ни 1 грамм желтка не должен попасть в белок, иначе он не взобьется до нужной консистенции. Я имею в виду белок. Посуда для взбивания белков должна быть сухой и чистой. А так как белки при взбивании увеличиваются раз в 7-10, то посуду берите побольше. Для лучшего взбивания белков я добавляю щепотку соли и несколько капель лимонного сока. Если вы доверяете своему миксеру, взбивайте белки комнатной температуры, потому что холодные белки через несколько минут оседают и хуже держат форму при выпечке. Белки начинаем взбивать на низкой скорости миксера. И когда они начинают пениться, пены как таковой еще нет, но на поверхности образуются довольно-таки крупные пузыри. Тогда небольшими порциями начинаем добавлять сахар. На данном этапе мы наблюдаем круглые пики. Белковая масса становится похожей на пену. Она белеет, выглядит более-менее устойчиво, но все же остается очень мягкой. Задерживаясь на венчике, она еще не держит твердо форму. И клювики очень мягкие, как вы видите. Если остановить взбивание на этой стадии, то готовое изделие, скорее всего, осядет. А взбитые до такой степени белки, они нестабильны и долго не будут удерживать в себе воздух. А вот сейчас мы как раз наблюдаем твердые пики. Белковая масса имеет наибольшую стабильность и объем. Она эластичная, блестящая, тянется за венчиком и остается на нем в виде острых пиков, которые не опадают. Если мы сейчас наклоним миску со взбитыми белками, масса все равно будет держать свою форму и не потечет. Вот сейчас нам необходимо остановиться. Белки готовы к дальнейшему использованию. Желтки соединяем с сахаром, добавляем ванильный сахар. И учитывайте, что желтки гораздо проще взбить в теплом состоянии, да и сахар лучше растворяется в более прогретой массе. Миксером взбиваем, пока масса не увеличится в 2-3 раза. Обязательно должен полностью раствориться сахарный песок. Сначала миксер работает на медленных оборотах, а потом скорость постепенно увеличиваем. Далее к взбитым желткам постепенно добавляем все остальные ингредиенты: молоко, муку, разрыхлитель и растительное масло. В последнее время часть муки я заменяю на крахмал. На мой взгляд, он придает бисквитам особенную пышность и мягкость. Соединяем белковую и желтковую массы и аккуратненько перемешиваем движениями снизу вверх, не торопясь, иначе тесто может осесть. Все, наше бисквитное тесто готово. Треть полученного теста выливаем на смазанный маслом силиконовый коврик. Размеры коврика, как и перечень всех ингредиентов с граммовкой, будут размещены в описании под данным роликом. Ежели у вас нет силиконового коврика, можно выпекать рулет на обычном противне, застеленном пекарской бумагой. Но все же подобный силиконовый коврик с небольшими бортиками я вам рекомендую приобрести. Крайне полезная вещь. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 10 минут. У меня духовка хорошая, режим вверх-вниз, рулетик небольшой. Смотрите по своим размерам и по своей духовке. Готовый бисквит вынимаем из формы на бумагу или на полотенце и быстренько сворачиваем рулетом, пока он еще горячий.
Разворачивая рулет, старайтесь не передавливать, иначе тесто будет не таким воздушным и начинка может вытечь. Оставляем бисквит в покое где-то на час. Дайте ему полностью остыть. Мягкий влажный бисквит прекрасно сочетается с нежнейшей творожной начинкой. Я решила приготовить универсальный творожный крем из 5% творога, сметаны и сгущенного молока. Чтобы придать рулету пикантный вкус, испеченный бисквитный лист по всей поверхности можно немного сбрызнуть ромом или коньяком. Но так как я готовила рулет детям, я сделала пропитку из лимонного сока и воды 1 к 1, плюс сахар. Отличным дополнением стали вяленая клюква и толченый грецкий орех. Как украсить свой рулет, решайте сами. Один из своих я посыпала сахарной пудрой, а второй полила растопленным шоколадом. А третий был съеден, пока я украшала первые два. А теперь наши рулетики нужно отправить в холодильник, пропитаться часа на 2. Ну, если у вас получится, конечно. Бон аппетит и до новых встреч!